Привет, друзья! Сегодня у нас невероятный рецепт волшебного, сказочного, яркого и удивительного печенья мухоморы. В XIX веке мухомор был символом удачи, богатства и процветания. Поэтому мухомор часто изображали на новогодних открытках. А мы с вами испечем эти красивые грибочки. И пусть в вашем доме будет уют, удача и любовь. В миску кладу размягченное сливочное масло, добавляю сахар, соль и ванилин. Все перемешиваю миксером на средней скорости до однородной массы. Теперь добавляю одно небольшое яйцо и сметану. Все продукты должны быть комнатной температуры. Всыпаю часть муки, разрыхлитель и перемешиваю. Остальную муку я всыпаю постепенно, замешиваю тесто. Тесто получается очень мягким, приятным, и оно не липнет к рукам. Теперь будем отмерять кусочки теста для шляпок и ножек мухоморов. Беру сначала кусочек поменьше, примерно 14-15 граммов, это будет ножка. Затем набираю чуть больше теста, примерно 27-30 граммов, это будет шляпка. Из каждого кусочка скатываю шарики. У меня часто спрашивают, можно ли обойтись без весов. Конечно, можно, но обязательно нужно учитывать, что заготовки разного размера потребуют и разного времени для выпечки. Теперь из маленького шарика теста формируем ножку мухомора. Я ее делаю удлиненной и тонкой. А из большого шарика, соответственно, формируем шляпку. Немного прокатываю в руках и смотрю, на какой стороне меньше всего трещин и заломов. И далее шарику придаю вот такую форму, она чем-то напоминает конфету-трюфель или конус. Старайтесь заготовку делать повыше, потому что при выпечке она немного осядет и получится как раз характерная форма для шляпки мухомора. И вот такая ножка, более удлиненная, вытянутая, чем у боровика. Заготовки накрываю и убираю в холодильник на 40 минут. После охлаждения выкладываю на противень ножки грибочков и выпекаю в хорошо разогретой до 200 градусов духовке примерно 10 минут. Шляпки в это время пока находятся в холодильнике. Ножки мухоморов достаю и даю им полностью остыть. Ножки в духовке не передержите, чтобы они не пожелтели, не стали золотистыми. И теперь на полностью остывший противень выкладываю шляпки грибов и выпекаю в хорошо разогретой до 200 градусов духовке примерно 10-15 минут. Не ждем полного остывания шляпок, пока они еще теплые, делаем ножом углубление, вырезаем серединку под ножку. Кусочки теста из шляпок нам пригодятся для украшения грибочков.
Заготовки для грибочков можно сделать заранее и хранить их в прохладном месте до 3-5 дней. Теперь уже все будем подготавливать для создания мухоморов. Для белых точек сверху на красной шляпке я буду использовать очищенный миндаль. Орехи нужно нарубить ножом достаточно мелко. Чтобы очистить миндаль, я его заливаю крутым кипятком примерно на полминуты, затем сливаю и еще раз заливаю кипятком, также на полминуты оставляю и затем воду сливаю. Очищаю от кожицы и просушиваю. Вот такие мелкие кусочки должны получиться. Лишнюю пыль просеиваем при помощи сита, но не выбрасываем, она нам тоже понадобится. Оставляем только кусочки орешков. Для склеивания и покрытия грибочков нам потребуется белый шоколад. Шоколад должен быть хорошего качества. Ломаю шоколад на небольшие кусочки и растапливаю его на водяной бане или в микроволновке. Шоколад растапливаем осторожно, не перегреваем, чтобы он не свернулся. Я обычно растапливаю шоколад на 50%, затем снимаю с огня и постоянно перемешиваю. От основной теплой массы и температуры посуды все кусочки также растают. В итоге должна получиться вот такая однородная масса. Приступаем к сборке грибочков. В углубление наливаем шоколад и плотно вставляем ножку. Если хотите, чтобы на ножке было так называемое кольцо, наливайте шоколада побольше, тогда образуется характерная юбочка. Убираю грибочки в холодильник на 15-20 минут. Приготовим травку для ножки. В измельчитель кладу немного шпината, добавляю крошки из шляпок, ореховую пыль и немного мака. Измельчаю на высокой скорости буквально несколько секунд. Вот такая травка у нас получилась. Ее можно подсушить и хранить в закрытом контейнере длительное время. В оставшийся шоколад наливаю примерно 1 столовую ложку растительного масла без запаха и перемешиваю. Если шоколадная масса загустела, ее можно слегка подогреть. Теперь грибочки будем украшать. Опускаю ножку сначала в растопленный шоколад, а затем в травку. Для украшения также можем использовать семена мака. Грибочки снова отправляются в холодильник на 15-20 минут. А в это время подготовим глазурь, чтобы покрыть шляпки. Для окрашивания шоколада я буду использовать самый простой жирорастворимый краситель красного цвета. Краситель всыпаю небольшими порциями, хорошо перемешиваю и добиваюсь необходимого цвета. В итоге для такого цвета я потратила примерно 1 чайную ложку красителя. И теперь опускаю шляпку охлажденного грибочка в глазурь. Сразу же шляпку посыпаю измельченными орехами. Получился вот такой красавчик. Располагаем грибочки в миске, вешая их одной стороной шляпки.
В таком виде отправляем грибочки в холодильник, чтобы шоколад хорошо застыл. Эти грибочки-мухоморы словно из сказки, они волшебные, их даже есть было жалко. Все, кто их видел и пробовал, были просто в восторге. Помимо того, что они очень красивые, грибочки еще и очень вкусные. Обязательно приготовьте к новогодним праздникам это восхитительное печенье мухоморы. Оно идеально подойдет для подарочных коробочек с печеньем. Друзья, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю вам удачной выпечки и до встречи в новых видео.